Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Desolated District, справа Тамер, генерал Джазис, подрывник Гла. Ну а слева же у нас The Game, стандартный генерал США. Любопытный достаточно реплей мне попался в Гентуле. Два хороших бойца, хорошая карта, а значит нас ждет жара. Желаю удачи обоим бойцам, надеюсь, они нас не разочаруют. Ну что ж, начали, давайте посмотрим. Тамер, по всей видимости, готовит две казармы, военный завод. И стратегия, в принципе, примерно понятна. Тут будет куча подрывников, будут технички, будет пытаться Тамер своего соперника просто заподрывать. Ну, конечно, за Джазиза же играет, почему бы не начать просто массовую атаку техничками с подрывниками. Побежал рабочий вперед, вполне возможно будет выдвинутая норка. Ну и все, в принципе, казармы состоялись, военный завод готов, и подрывники вовсю спамятся. Один подрывничок, кстати, побежал на сапплай. Будет, видимо, тут, да, защищать, просто чтобы никакой шальной хаммер сюда не приехал, или не было бы дроба дозер, например. Казарма уже практически готова, выехал первый хаммер, военный завод, сапплай, электростанция и сапплай номер 2 выше по карте, также на месте. Ну что ж, ждем ракетчика, а он уже и выходит. Техничка поехала вперед. Я так полагаю, что Тамер уже загрузил туда кучу своих подрывников и просто едет сейчас подрывать The Game, но его встречает как раз таки хаммер этого самого The Game, и побежал подрывник. Хотел подорвать хаммер, но не вышло, а вот сапплай Тамер все-таки подорвал. Уничтожать сейчас будет рейнджеров до конца, еще и скрапик заберет. Прекрасно. Хорошая техничка, отработала, подрывники, в принципе, также браво. То есть минус сапплай, ну и хаммер, кстати, даже получилось забрать. Поэтому высший пилотаж, как говорится. 3 хаммера на базе катаются. База становится меньше. Один сапплай уже The Game потерял. И оба дозера, кстати, стоят вот так вот рядом с сапплаем. Это ничего хорошего может просто не произойти, если какой-нибудь очередной подрыв приедет. А вот как раз и он, хаммер, будет встречать. Техничка подходит все ближе и ближе. Неужели сейчас два? Да, нацелился Тамер на 2 здания, и подрывники бегут уже очень близко, и только сапплай удалось забрать. Подъезжает техничка с ракетчиками, пробивает хаммер. Забрал. Минус техничка, правда, была, но хаммер удалось один забрать, а второй, к сожалению, не удалось. Все-таки хаммер оказался сильнее, чем ракетчик. Сапплай минус, как мы видим. Ну и надо хаммер, наверное, ремонтировать. Еще одна течь идет, даже 2 технички идут вперед. Загружаются рейнджеры в чинук. И что же будет делать с ними The Game? Вот это вот интересный вопрос. Технички подходят все ближе. Опять подрывники. Неужели сейчас просто будут минус 2 дозера? Но нет, это только военный завод и один дозер. Но тем не менее, на одного строителя у The Game стало меньше. Зданий становится все меньше и меньше. А тем временем дропнул The Game своего рейнджера возле вышки, и у него изучен захват. Он захват учил. У него нет ни одного сапплая, но он хотя бы успел выучить захват. И сейчас с помощью рейнджеров будет пытаться, я так полагаю, захватывать вышки. Ну и, соответственно, менять ход игры. А ну, без экономики-то как тут поиграешь-то? Нету сапплаев. Конечно, теперь придется только вышки захватывать. На карте их 3, одна на центре, одна справа внизу и одна сверху слева. То есть вот 3 вышки, как я ранее говорил. Также, кстати, на карте есть реммастерская. Чинук летит направо. Будет пытаться сейчас The Game и эту вышку захватывать, но Тамер пошел в преследование с помощью своей технички. Вполне вероятно, это подрыв, но решил все-таки отменить Тамер рейнджера. Минус еще один рейнджер на центре, то есть Тамер контролит, и снизу также не удалось захватить вышку. Сверху вышка The Game захвачена, и дроп рейнджера на сапплай. Сейчас просто будет отмена, по крайней мере временно, но будет отмена экономики Тамеру. Да, удалось это сделать, но ненадолго. Тут все-таки техничка-то зарешала против 2 рейнджеров. Ну, одного рабочего The Game забрал. Ну и в плюс какое-то время сапплай не добывал. То есть уже что-то, да, как-то вот получилось экономически притормозить своего соперника-то. Ну и 3 хаммера окружили электростанцию. Есть дозер, он выше по карте стоит. Казарма на месте, техничка идет. А это, скорее всего, также подрыв, но дозер уходит обратно в чинок. Подрыв никуда, к сожалению. Но там еще одна техничка. А хаммер-то отвлеклись ликвидировать подрыв, который был выше по карте. Дозер ставит сапплай. Ну, я так полагаю, подрыв электростанции, да.
Да, по всей видимости, по 2 подрывника и минус электростанция. Остался The Game без электричества сейчас. Ну, хотя бы supply строит. То есть накопил все-таки. Еще одну вышку себе захватил. Одна захвачена сверху. Больше подрывников нету, я так полагаю, в этой техничке. Очень жаль. 2 бы хватило и казарма до конца забрать. А тут еще одна течь. Неужели с подрывниками? Да, все верно. И сейчас будет просто минус дозер. Минус каркас электростанции и минус supply. Боже мой, а. Получается, что... Ух ты, а тут, смотрите-ка, а тут рейнджер просто сейчас ликвидирует рабочих, а у The Game-то все, одна казарма. Осталась одна казарма, есть 3 хаммера, можно спамить только пехоту на 2 вышках, пока живет. И, кстати, одну казарму Тамер продал, ему надо рабочих восстанавливать. Наверное, для того она и продавалась, денег-то нету ни черта у Тамера. У него 378 баксов на счету, по рангу пока идет впереди. Ух ты, минус, смотрите, 3 технички, просто минус рейнджер. Все, проехали мимо, но решили все-таки до конца ликвидировать. Не удается пока вышку на центре захватить, но зато The Game захватывает с дроп-зоны. Если я не ошибаюсь, за юсы будут падать танки-рыцари. Одна казарма, спам пока пехоты, стоят 3 хаммера сейчас, ждут. А ждут чего? А ждут 6 техничек, которые готовят Тамер. Вопрос, они с ракетчиками или с подрывниками опять... Ну да, тут один рабочий есть на сапплае, но чинук висит. Вполне вероятно, там рейнджер все-таки есть и будет по-прежнему продолжать The Game мешать добывать своему сопернику. Технички пока отступают. Там есть 2 пехотинца. Я думаю, что там все-таки подрывники. Захвачен дроп-зону The Game. Ну, ждем технику. Вопрос, сколько еще один из бойцов продержится. Мне кажется, что все-таки The Game, а тут уже можно выключать. Доталом, мне кажется, что это уже, в принципе, поражение. 3 хаммера уничтожить 6 техничками, в принципе, можно. И вот, наконец-то мы дождались. Я думаю, что эта схватка будет сейчас решающей. Минус 1 хаммер. Подрывники идут вперед к казарме, но не дает. Не дает The Game подорвать свою казарму. Минус еще 1 хаммер. И последняя техничка закрывается. И все-таки The Game в этой дуэли одержал верх. Вопрос, есть ли еще у Тамера какая-то техника или хотя бы пехота. Чинук висит над вышкой в центре. Рейнджер бежит, хочет The Game себе и 3-ю вышку на карте взять. Осталось 3 здания, там еще и Ребель заминировал военный завод. А экономики у Тамера по-прежнему нет денег. И Рейнджер стоит, дежурит, не дает, просто сейчас спамит рабочих, не дает Тамеру добывать. The Game, чинук, это разведка. А вот этот чинук прилетел, это дроп хаммера. Еще и вместе с пилотом, пилота надо в хаммер посадить, он станет 2-крючковый, кстати говоря, и будет сам себя чинить. Пробивается норка, надо быть аккуратным, это, можно сказать, последний такой технический, да, какой-то механический вид. Пробивается нора, Hellfire Drone себе взял The Game на этот хаммер. Пробивается техничка, ну и все. Все-таки The Game смог вытащить эту игру. Пробивается военный завод и захватывается supply, и Тамер терпит поражение. Вот такой интересный бой состоялся между The Game и Тамером. Статистика на ваших экранах. The Game, я считаю, взял просто феноменальную победу. Смог вытащить из очень тяжелой ситуации, на самом деле. Себя просто за шкирку. И повезло, на самом деле. Молодец, заслуженная победа. И желаю удачи, конечно, в будущем. Так же, как и Тамеру. Побольше бы таких интересных, зрелищных игр. Ну а на сегодня это все. С вами был Алекс. Играйте в Генерал.